Prince Félix Yusupov, vous avez tué Raspoutine. Oui. Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Raspoutine, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Le dégoût. Dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui. Феликс Юсупов вошел в историю как один из самых эксцентричных и таинственных представителей аристократии Российской империи, наследник несметных богатств, денди, театрал, поклонник мистики и, наконец, убийца Распутина. Но одна из самых мрачных страниц его биографии мало известна. После эмиграции, проживая в Париже, Юсупов начал создавать странные, пугающие рисунки, которые были найдены лишь спустя десятилетия. Они полны боли, страха, демонов и искаженных лиц, будто он пытался изгнать из себя призраков прошлого. Вы на канале «Дом среди лавров». И сегодня я расскажу о жутких рисунках Феликса Юсупова и о том, как убийство Распутина могло навсегда оставить отпечаток в его сознании. Князь Феликс Феликсович Юсупов происходил из одной из богатейших и древнейших семей России. Он был наследником династии Юсуповых, чье состояние превышало богатство царской семьи. С юных лет он отличался эксцентричностью, переодевался в женщин, увлекался театром, спиритизмом и модой. Однако его имя навсегда вписано в историю по одной причине. Он был одним из главных участников убийства Григория Распутина в 1916 году. Как писал Феликс Юсупов в своей книге «Конец Распутина. Воспоминания». «После всех моих встреч с Распутиным, всего виденного и слышанного мной, я окончательно убедился, что в нем скрыто все зло, и главная причина всех несчастий России. Не будет Распутина, не будет и той сатанинской силы, в руки которой попали государь и императрица». После революции Юсупов с женой эмигрировал во Францию, где прожил до конца своих дней. Жизнь Юсуповых в Париже была наполнена контрастами. С одной стороны, постоянные поиски средств к существованию, ностальгия по утраченной родине, тяжесть прошлого. С другой – попытки сохранить привычный образ жизни, общение с русской иммигрантской элитой, открытие дома моды Ирфе. Однако под всем этим лоском и внешним спокойствием Феликс Юсупов испытывал глубокие внутренние переживания. Эти рисунки не были предназначены для публичной выставки или продажи. По большей части это были личные, интимные зарисовки, сделанные, вероятно, для самого себя или для узкого круга близких. Они выполнены в основном карандашом, тушью, акварелью, часто на обычных листах бумаги или даже на оборотах писем. Вот что вспоминает сам Феликс. В те годы мне вдруг неудержимо захотелось рисовать. До сих пор рисовала у нас Ирина. Изображала всякие фантастические образы, лица с огромными глазами и странными взорами, казалось, каких-то нездешних существ. Под впечатлением, видимо, Ирининых рисунков затеял я свои. Отдался рисованию с жаром, приковал к столу точно колдовской силой, но получались у меня не ангельские создания, а кошмарные видения. Это я-то, любитель красоты во всех видах, стал создателем монстров.
Словно злая сила, поселившись во мне, владела моей рукой. Словно кто-то рисовал за меня. Я сам в точности не знал, что сейчас нарисую. И рисовал чертей и чудовищ, родичей химер, мучивших воображение средневековых скульпторов и художников. Интерес к этим работам Юсупова начал появляться лишь спустя десятилетия после его смерти. Многие из них хранятся в частных коллекциях или были найдены среди его личных вещей. То, что мы видим, поражает своей необычностью и мрачностью. За короткое время Юсупов создал более 15 рисунков, каждый из которых был не просто изображением, а олицетворением чувства, эмоции или страсти. Они будто бы собрались в один цикл – галерею искаженных душ, демонов, которые поочередно овладевали им. Эти существа гротескны, уродливы, но гипнотически выразительные. Это не просто карикатуры, не просто образы. Это манифестация того, что таилось в подсознании, страхов, комплексов, воспоминаний. Почти каждое существо в его коллекции получило имя, не собственное, а обобщающее: равнодушие, желание, зависть, любопытство, глупость, злоба и в финале дьявол. Последний мой персонаж вполне мог сойти за самого сатану, вспоминает Феликс. Профессиональные художники, которым я показал своих уродцев, удивлены были техники моей, которые, по их словам, добивались обычно годами занятий. А ведь я в жизни не держал ни карандаша, ни кисти, пока не заболел моими монстрами. Эти имена звучат как главы в трактате о человеческой природе, как каталог страстей, но в образах Юсупова это не философия, это предчувствие безумия. Равнодушие изображено как надменное существо с огромным носом. Что-то подобное мы видим на картине «Сон» художника Сальвадора Дали и отвислыми щеками, усеянными неопрятной щетиной. Его лицо будто застыло в безразличной гримасе, в которой нет ни злобы, ни сострадания, только бездушная пустота. Он не смотрит, а скользит взглядом сквозь все живое, как сквозь стекло. Желание изображено с отвратительной лысой головой и лицом, заросшим скверной щетиной. Это существо склоняется вниз, будто в поисках жертвы. Его рот напоминает вампирскую присоску, вульгарную, алчную, пульсирующую от жажды. Но страшнее всего глаза. В них нет разума, только бесстыдное животное стремление обладать. Это не просто вожделение, это ненасытная страсть, принявшая плоть. Глаза любопытства горят ненасытным огнем, жадно впитывая каждую мелочь. Маленький носик, вытянутый и тонкий, словно хоботок мухи, беспрестанно тыкается во все вокруг, будто пытаясь раскрыть тайны мира. Представим, что в каждом его движении непрекращающееся стремление знать больше, видеть больше, проникать глубже. Удивление выглядит как старик в шапке, изображенный словно со спины. Его огромные глаза, полные удивления, смотрят вперед, но это удивление не детское и наивное. Оно проникнуто мудростью прожитых лет. Сжатые губы словно сдерживают слова, а возраст говорит о том, что удивить такого человека задача нелегкая. В этом взгляде тихое потрясение того, кто видел многое, но все равно способен удивиться. Флегма
Это лицо кажется лишенным всякого внутреннего участия. Черты гипертрофированы, будто растянуты ленью самой природы. Губы надуты, пухлые, сжаты в некое подобие мимолетного усилия, как будто существо вот-вот дунет или презрительно плюнет. Его выражение не выражает ничего, и именно в этом заключается пугающая сила. Перед нами не просто безразличие, а обволакивающее вязкое равнодушие, словно болото, затягивающее все живое. Плотное жирноватое лицо хитрости с вечно опущенной, словно подрезанной линией рта, излучает затаенную коварность. Нос, вдавленный в складки лица, теряет человеческие черты. Он больше похож на морду животного. Желтоватые глаза устремлены вверх, будто следят с украдкой, с прищуром. Все в этом существе искаженное лукавство, приросшее к плоти. И, наконец, дьявол. В этом существе уже нет ни намека на человеческое. Его лицо искажено. Острые, звериные черты, нависающий лоб, впалые щеки и злобная усмешка придают образу демоническую силу. Взгляд пронзает, будто насквозь. В нем безумие и насмешка над слабостью и болью. Это уже не маска греха, не аллегория порока, а само зло, уплотнившееся в плоть. Он не кричит, он властвует. Каждая черта говорит, перед нами не просто тьма, а ее сознание. Рисовал князь Юсупов во время своего пребывания на Корсике. В своих воспоминаниях, как я упомянул уже, он написал, что вдохновлялся рисунками своей жены Ирины, которая изображала фантастические образы существ с огромными странными глазами. Если его рисунки были кошмарными видениями, то работы Ирины были наполнены совсем другой атмосферой. Она создавала изящные, фантастические рисунки, посвященные темам бала маскарада и эпохи Людовика XV. В ее работах чувствуется легкость и ностальгия по ушедшему миру, полному красоты и изысканности. Таким образом, если Феликс Юсупов находил в искусстве способ выплеснуть свою внутреннюю боль, то Ирина использовала его, чтобы сохранить красоту и воспоминания о прошлой жизни. Ее творчество – это взгляд в мир грез и элегантности, который контрастирует с мрачной реальностью, пережитой их семьей. Впервые широкой публике эти гротески были представлены в 1988 году в парижской галерее Ларкансен. Владелец галереи предлагал подарить их Юсуповскому дворцу в Петербурге, где был убит Распутин. Но тогда эта идея не нашла отклика. Коллекция рисунков выставлялась на аукционе Друо с оценочной стоимостью от 2000 до 4000 евро за каждый. Впрочем, только этими рисунками творчество Юсупова не ограничивается. На самом деле их было гораздо больше. Основная масса его творчества – это безымянные наброски и зарисовки, тысячи штрихов, которые никогда не были подписаны. Эти анонимные рисунки также важны, а иногда даже более красноречивы. Они чистый, нефильтрованный поток его подсознания. На них мы видим странные, не поддающиеся описанию существа, словно выхваченные из кошмара, искаженные лица без конкретных черт, которые могли бы принадлежать кому-то из его знакомых, символы и знаки, смысл которых остается загадкой. Эти рисунки без названия – это не просто творчество, это хронически повторяющийся процесс.
Он возвращался к одним и тем же темам, словно пытаясь раз за разом вытеснить из себя нечто мучительное. Они показывают нам, что внутренняя борьба Юсупова была постоянной, а не просто мимолетным увлечением. Помимо безымянных набросков, в творчестве Юсупова есть и более сюжетные рисунки, но что интересно, их настроение, судя по всему, менялось со временем. Среди таких работ можно найти «Старуха в ванной». Этот рисунок, созданный еще в начале эмиграции, типичный пример французского юмора прекрасной эпохи. Сатирическая сценка в стиле бытовой карикатуры. Здесь изображена ситуация, когда посетители пришли осмотреть квартиру, возможно, с целью ее аренды и покупки. Старушка, застигнутая врасплох в ванной комнате, с невозмутимой простотой говорит: «Сначала посмотрите эту комнату, пока я еще в своей фланели». То есть, раз уж вы пришли, давайте начнем с ванной комнаты, пока я еще не раздетая. Рисунок «Человек в кровати, прячущий своего любовника» создает пикантный парадокс. Обычно ведь жена прячет любовника. Сцена высмеивает буржуазные нравы начала 20 века, где измены скрывались, а браки держались ради приличий. Тут же ситуация гротескно перевернута. Мужчина оказался в роли того, кто попался. Но он не расстроен, а мечтает, что это поможет ему избавиться от нежеланного брака. С другой стороны, рисунок может играть с темой скрытого гомосексуализма, в котором пытались уличить Юсупова многие историки и биографы. Так почему же Феликс Юсупов, человек, который мог позволить себе наслаждаться всеми прелестями жизни, вдруг начал создавать такие жуткие работы? Есть несколько версий. Терапия. Рисование могло быть для него формой самотерапии. Вынося свои внутренние страхи и демонов на бумагу, он, возможно, пытался справиться с ними, осмыслить травматический опыт. Это был способ проработать невысказанные эмоции и боль. Отражение травмы. Участие в убийстве Распутина, последующая эмиграция, потеря родины и привычного образа жизни – все это оставило глубокий след на его психике. Эти рисунки – прямое отражение его посттравматического состояния, его внутренних конфликтов и борьбы с чувством вины, поиски смысла. В условиях эмиграции, когда все привычные опоры были разрушены, Юсупов мог искать новые формы самовыражения, пытаясь найти смысл в своем изменившемся существовании. Искусство могло стать его убежищем и способом осмыслить свое место в мире. Рисунки Феликса Юсупова остаются малоизученной, но, вероятно, интригующей частью его наследия. Они разрушают образ гламурного князя и показывают нам человека, глубоко измученного своими внутренними демонами. Эти работы – не просто художественная ценность. Это ценный психологический документ, который позволяет нам заглянуть в самые потаенные уголки души одной из самых загадочных фигур русской истории. А с вами был канал Дом среди лавров. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь своими мыслями в комментариях, что вы думаете об этих рисунках. Также не забывайте слушать мою музыку. Скоро я постараюсь сделать новый релиз. Все ссылки вы найдете в описании под видео, в том числе ссылку на все мои музыкальные треки. Я желаю вам всего доброго и до встречи в следующих выпусках.